Итак, здравствуйте, дамы и господа. И сегодня у нас рост до небес. Не забывайте забирать дары у посла. Ну, а мы начинаем. Соответственно, нам нужно повысить героев 10 раз. Но перед этим мы, конечно же, пойдем и возьмем гильдейский бонус на повышение. 16%. И также сразу возьмем на эволюцию на один день. Ну и приступим, собственно. 10 раз нам нужно повысить. Соответственно, начнем мы с легендарок. Повышаем до максимума. Также вот Юстия у меня. Немножечко здоровья и подкинем. Легион. Немножко атаки. Маненько здоровья. Легион становится чуть-чуть посильнее. Фредик. Отличный герой. Догоняем его до 7 уровня. И еще одно повышение нам нужно. Ну, давайте вот Алла сделаем. Ал принц Песков. Соответственно, 10 повышений мы сделали. Идем, забираем свои изумрудики. Получаем 50. И в следующий раз нам нужно уже 15 раз повысить героя. Так, сейчас наградку заберу. Соответственно, 15 раз теперь нам нужно повысить. Ну и начнем с Конга. Он у меня не пробужден, поэтому мы его пробуждаем. И гоним на максимум. Все легендарки загоняем на максимум. Еще один раз вот мы можем улучшить. Получается он у нас вот такой. 43-63. А учитывая, что атакован наносит урон равный своей атаке атаковавшему врагу, то, соответственно, 43 единицы он будет наносить. Но здоровья, конечно, маловато. Ну, сейчас разберемся с этим делом. Сейчас сначала легендарки увеличиваем, а потом уже посмотрим. Может быть, кого-то можно будет еще приподнять за счет фиолетовых карт. Так, Ал. Ал у нас пробужден, насколько я помню, да? Тогда просто загоняем его на 7 уровень. 56-59. Ну, все равно, вот следующий уровень уже что-то даст. То есть, минус 28 атаки всем врагам. Это очень даже неплохо. Это у нас равно тому же самому несчастному этому дереву. Вот. Он 24, а он будет даже больше давать. То есть, поэтому неплохо. Так, ну, Цукамагами. Я не устану повторять, что герой ничего из себя не представляющий. Ну, если это ваша первая легендарка, конечно, вы будете его заигрывать. Так, пробуждаем мы нашего вождя Ограка. И, соответственно, тоже загоняем его, там получится на 7, наверное, уровень. Блок немножко у него увеличился. Атаки чуть-чуть. Здоровье прибавилось. Даже вот на 8 уровень мы его сможем загнать. И еще здоровье. Ну, 8,6 здоровья при 33 атаке. Плюс при атаке наносит 9 врагам дальнего боя. И в конце хода исцеляет союзного валлорда на 12 за каждого раненого врага. То есть такой пока не слишком крепкий танк. Так, теперь у нас Джакси. Она у нас пробуждена. Ну, соответственно, тогда просто гоним ее на максимум. Не сказать, чтобы мне прям огромное ее количество упало.
Ну, вот сколько упало, столько и используем. Тоже получится у нас 8 уровень. И мы сделали 15 пробуждений. Не забывайте за этим следить, чтобы не тратить лишние карточки. Так, сделали. Теперь нам нужно 25. Ну, соответственно, идем и доделываем. Все, с Джакси мы разобрались. 44 на 58. При одном пробуждении. Блок 7 за каждого героя вокруг себя. 2 атаки. Так, теперь у нас Линь Шао. Он у нас тоже пробужден. Ну, соответственно, дадим ему пару уровней. Все, с ним закончили. Теперь у нас идет пробужденная Ангелия. Будет она у нас теперь 16 наносить прям случайным героям. Ну и немножко ей атаку поднимем. Вот здесь я даже не знаю, стоит ли ее пробуждать. $295, это я ее верну, получается, на 8 уровень. Сейчас она у меня 11. При этом 50-32. Атаку она и так дает, а больше, в принципе, мне от нее ничего не надо. Поэтому, да, я ее пробужу. Не рекомендую, наверное, вам так делать. Просто я ее использую только из-за 2 атак. Мне вот это вот, то, что она там делает, как бы не особо важно. То, что она дает атаку и прочее. И плюс она все равно станет сильнее, чем была до этого у меня. Есть, как видите, при смерти наносит 24. Ну и гоним ее на максимум. Пятачок стала давать в конце хода. Еще плюс 7 атаки. Плюс 9 здоровья. 66 на 46. 29 будет наносить после следующего повышения. Неплохо. Ну, тритончику прибавим здоровья. Дарк, которая мне почти не падает. Ну, тоже 64 на 27 стало. Следующим уровнем 11 будет давать союзникам. Есть у нас еще вот такая вот. Она у меня пробуждена. Нет, не пробуждена. Ну, значит, будем ее и гоним. Да, сейчас она улучшит призыв, то есть этих хора-хора. 17 на 10 они теперь будут призываться. Что очень даже неплохо. Здоровья у нее много. Атака маленькая, но это вынужденная оплата. Потому что если бы у нее еще и атаки было немерено, то это была бы просто имба. Ну, вот здесь как раз я прямо сейчас сделаю просто фиолетовые карточки. И сразу ее догоню. Мне надо 5 штучек. Да, я эволюционирую. Ну и, соответственно, даем ей еще атаки. 20 на 90 у нас получается. 2 раза еще нам нужно сделать пробуждение. Увеличение уровня. Ну и, соответственно, дадим Йорику чуть-чуть атаки. И Брави. Сейчас забираем изумрудики и продолжаем. Получаем 200 штучек. Следующий у нас 350. Надо пробудить 40 раз. Ну, будем делать. Сейчас с легендарками разберемся и уже потом перейдем дальше. Так. При убийстве получает 23 блок. Ну, следующий уровень это уже плюс 19 атаки. То есть нормальная такая прибавка. Действительно солидная. Ну, мы переходим к Худу. Он мне реально нужен. Вот отлично. Тотем 78 теперь. Это просто прекрасно. В приключениях будет еще попроще. Ну и дадим ему здоровья немножко. Вот. Замечательно. Есть у меня чуть-чуть коба. Упало мне с магазина желаний. Ну, соответственно, использовать я его пока не могу. Потому что, ну, 13.62, учитывая даже то, что он призывает 18.62, ну, это абсолютно несерьезно на той лиге, где я играю.
Покажу вам я в очередной раз. Дополз до этой 10-й лиги. То есть получим уже не 175, а по 209 карточек. То бишь 418 вместо 350. Прибавка неплохая. Даже я тут пару побед смог одержать. Но, конечно, сложновато мне играть в 10-й лиге. Моя лига на данный момент все-таки это 11-я. Иначе там очень сложно. Только если реально соперник зайдет адекватно. Тогда еще можно. Так, ну а мы качаем Таню. Таня ветрокрылая. Гоним ее по максимуму, потому что если я ее пробужу, то мне уже не хватит карточек ее вернуть обратно. Вот, даже если я дам сейчас ей пробуждение, 145 карточек мне не хватит. Соответственно, мы ее просто загоняем на 8 уровень. 27-33. Так, теперь госпожа Ба. Она у меня также не пробуждена. Насколько я помню. Ну, будить я ее сейчас опять же не буду. Догоним ее до 8 уровня. Также пусть она нам, если что, там либо в башне, либо где-то может помочь. Так, ну, Грут. Мой любимый Грут. Грута гоним просто по максимуму. Первое пробуждение было. Вот, отлично. 98 у нее теперь жизни. Плюс то, что он 14 себе дает. Это, соответственно, 112 сходу будет. Так, ну теперь Тенгу. Также он у меня пробужден на 6 уровне. Соответственно, гоним его. 7, 8. Ну, стоит ли его сейчас увеличивать? Да нет, я пока оставлю так, как есть. Так, это у нас Анок. Анок мы просто загоняем на 7 уровень. Она не пробуждена, но 60 карт уже роли не сыграют. Так, он у нас пробужден, соответственно, я ему просто дам 1 уровень. Также и здесь просто догоняем до 6 уровня, плюс 78 теперь будет наносить после смерти. Так, Ананта у нас пробуждена. Соответственно, до 8 ее догоняем. Вот такой у меня еще есть король Таурус. В принципе, довольно бесполезное существо. Да, здоровье нормально. Атака маленькая, но это танк. Такого он вражеский варлорд исцеляет союзного варлорда на здоровье, равное атаковавшего союзника. То есть атаковали на 30, он даст 30. Атаковали на 40, он даст 40. Союзник атакован, получает плюс 11. Ну и все остальное. Не ахти герой. Так, ну, здесь догоним до 5. И это у нас Мэйв. Давайте посмотрим. Фиолетовая природа. Стрелок. Так, Мэйв. А вот она. Давайте закинем 2 карточки. Все. Мэйв мы можем увеличить. 200. Ну и все ее умения немножечко увеличились. Плюс здоровье немножко себе прибавило. Так, следующий у нас это Маркиз де Сад. Он у нас также пробужден. Соответственно, даем ему 8 уровень. И 9 уровень. Здоровье уже 121. Плюс травит на 33. Очень даже неплохо. Так, также вот у нас есть. Это Мисс Лапен. Угу. Мисс Лапен. Стоит ли ее улучшать? 10 120 и 140. 260. У нас останется 130 карточек ее. Есть ли смысл просто до 11 ее догнать, дать ей здоровье, чтобы была сама по себе посильнее? Ну, в принципе, да. Этот рост у меня такой. Отлично. Пробивание 14, замораживает на ход, и пробивание союзника получает 9 здоровья, 78 и 58. Очень неплохо выглядит. Также Голиаф у нас, он у нас пробужденный, поэтому просто опять же гоним его вверх. 38, 39,
и 40. Все, это мы сделали. Идем, забираем свои изумрудики. 350. Следующий у нас 650. 70 раз нужно увеличить уровень. Да, конечно, новый рост довольно жесткая штука. И тогда дадим вот Владу один раз. Есть у нас принц пробужденный. Так. И так. 35 на 89. Ну, вот здоровье лучше бы ему давали. Плюс 14 будет улучшение призыва на следующем уровне. Также, как вы помните, вот эти тоже работают. То есть дадим ей один уровень. Ну и мистер Дьявол у нас. Он пробужден, поэтому 2 раза его сейчас улучшим. Атака, здоровье, ну, нормально. И 23 при выходе будет наносить на следующем уровне. Так, а вот теперь надо думать. Во-первых, у нас есть вот такая девочка. Мы ее можем пробудить и получить 360 карточек. Соответственно, мы это делаем. Пробуждаем ее. И начинаем гнать вверх. Сейчас посмотрим, если нам что-то не будет хватать, то мы просто... Так, спасибо за новый ранг. То мы просто возьмем и фиолетовые карточки докинем, сколько нам не будет хватать. Нет, нам хватает. Да, она на один уровень пониже, чем было. Но при этом... Есть у нее еще 2 духовные связи. Но это все на здоровье. Дадим ей. Она у меня играет в основной команде, и здоровье ей лишним точно не будет. Так. А что ей еще надо? А, ну, у меня его нету. Этого у меня чупакабры нету. Так, 7 попыток. Следующая это атака у нее будет. Соответственно, 66 атаки у нее станет. Ну, неплохо. Стоит ли переводить мне еще карточки, чтобы получить эти 11 атаки? Я думаю, на данный момент нет. Я лучше улучшу эпик девочку. Получается у нас 1176. Соответственно, погнали ее сначала на 6 уровень. Ну, а там посмотрим дальше. Все, 6 уровень мы ей дали. Пробуждаем ее. И гоним до максимума. Так, секундочку. Все, погнали ее дальше. При атаке по вражескому варлорду дает плюс 2 случайному союзнику. Срабатывает 7 раз. Каждую 7-ю атаку любого героя, включая себя, получает дополнительную атаку. То есть она такая, ну, мини-копия, скажем так. Ну, конечно, она и по эффективности и рядом с самой Грейс, собственно, не стояла. Ну, 10 уровень. Можно взять и перекинуть, в принципе, чуть-чуть карточек. То бишь 4 штучки на нее. Раз. Ну и все. 5 карточек ушло. Соответственно, можем ее улучшить еще раз. Повышаем до 11. Ну и 40-43. Неплохо. Так, смотрим дальше, что мы еще можем тут сделать. Кого мы можем тут пробудить. Здесь у нас уже требуется 11 уровни. Ага, а вот здесь 6. Соответственно, мы можем его пробудить спокойно. Получить 200 карточек. И тихо и равномерно гнать его на максимум. Покровитель Севера заходит. Даже эпический. Потому что сработала кража атаки союзника, замораживает случайного врага. И в конце хода дает способность союзникам, включая себя, при атаке крадет 5. То
То есть второе умение органично дополняет первое. Герой неплох. И использовать его можно. Ну, до 10 уровня мы его догнали. Что у нас идет дальше? Дальше у нас идет кролик. 16 уровень уже требуется. Он у меня пробужденный. Ну, как видите, здоровье 98, атака 30. Соответственно, второе пробуждение. Можно его догнать до 11, но пока делать этого не будем. Так, смотрим дальше. У нас вот есть такая 11 девочка. Если мы ее пробудим, у нас 700 карточек. Я ее особо не использую. Плюс для этого нужны 8 уровни, поэтому мы ее пробуждаем. И догоняем до 8 уровня. Шестой, 7 и 8. Все, на этом достаточно. Еще один эпик. Требуется уже 11, поэтому пока пробуждать не будем. Здесь у нас 11. Можно его пробудить, но 340 карточек мне не хватит. Так, соответственно, ищем, где у нас карточек побольше. Вот мы можем пробудить, в принципе, вернуть на 8 у нас получится. Угу. Так, что у нас пробужден? Пробужден. 7 дадим 8 уровень. Пока не трогаем дальше. Так, здесь у нас 10 и пробуждение это 11 уровень. То же самое. Вот, кстати, тоже очень неплохая девочка. В конце хода получает щит судьбы. Союзник атакован, включая варлорда и себя. Наносит 11 врагам вокруг себя. Очень даже интересно выглядит. И когда она заходит в яме в башне, то она там реально помогает. Так, требуется 16 уже уровень для пробуждения, поэтому пока ее опять же не трогаем. Вот у нас есть что. Мы его можем пробудить на 11 и спокойненько гнать его. Ну, я думаю, также, в принципе, можно его до 8 уровня догнать и там уже посмотреть. 6, 7, 8. Так, тут у нас 9, но карточек у нас много, поэтому 10, 11, 168, 340, 900 у нас останется, на 8 нам хватает, поэтому можно его загнать на 11, пробудить и спокойно гнать на 8. Сейчас я все эпики, в принципе, вот кто у меня там на 11 и прочее, я их хочу подогнать под 8 уровень, потом раскидать все-таки связи, там, кому получится, кому не получится, и уже от этого дальше смотреть. Так, 7 и 8. Пока достаточно. Также у нас есть черепашка, мы ее также пробуждаем и гоним. Тоже, кстати, очень неплохая черепаха. Можно ее брать, если делать пачку природы, на ядах, на шипах, с мелией, со всеми делами. Это будет выглядеть очень даже неплохо. Вот у меня исцеление идет от того, что сработали шипы. Если у ее старшего товарища идет от того, что атакуют, у этого от шипов. То есть, ну и 20 шипы она дает всем союзникам. При атаке союзника дает ей шипы на 20. То есть выглядит это очень даже неплохо. Так, сделали мы 70 раз. Забираем свои 650 изумрудов. И следующее нам надо сделать 115. Это уже действительно немало. Ну и есть у меня там одна карточка такая интересная, синяя. Мне на нее упало довольно много опыта, поэтому давайте ее сейчас сделаем. Вот он, это безликий, он пробужден у меня на 11,
Я его хочу загнать на 16. Да, это не дешево. Но потом я его пробужу и погоню. Да, не самые дешевые варианты, но надо его увеличить все-таки. И погнали. Пятый. Шестой. Он опять же, как синяя карточка, может помочь в принципе везде, во всех событиях этих. Яма, башня. То есть, если он там выпадает, то это выглядит... Так, пробуждение на 21 уровне. До 21-то вряд ли его стоит гнать. Пока оставлю его на 13 уровне. В принципе, все синьки нужно на 13 загонять, ибо духовные связи уровень 13 нужен. Так. Угу. Пробуждение тоже уже на 21 уровне. Белые карточки у нас. Так, 15. Вот у нас есть 17. Пробуждение тоже на 21 уровне, но карточек маловато на него, чтобы пробуждать. Угу. 14. 26к. Вот такое у нас есть тоже пробуждение, 21 уровень. Не дешево это стоит, поэтому пока нет. Сейчас разберемся с эпическими и дальше уже будем смотреть. Так, ну его мы автоматом повышаем на 7, потому что вообще в идеале он должен быть у нас все-таки 8 уровня. Также здесь делаем 8 уровень рассветной деве. Здесь у нас 9. Пробуждение на 11. Вот у нас есть 2к. Пробуждение 11 уровень. Так, 8, 9, 10. Леди Снег 11. Теперь мы ее пробуждаем. 29, 17 она у нас будет. И гоним вверх. При появлении врага хаоса замораживает его ее. И в конце хода наносит 9 замороженным врагам. Ну, то есть такая, честно говоря, так себе герой. Не ахти. Так, ну а ее... Ну, давайте вернем ее, да, на 11 уровень. Если есть пока такая возможность, то пускай будет. Вот, на 11 уровне она 46-32. Так, что у нас есть еще? Еще у нас есть вот это. Пробуждение также на 11. Также мы ее сейчас пробудим. И загоним на 8 уровень. Пробуждаем. И потихонечку повышаем. Ну а дальше будем смотреть. По-моему, больше у меня таких прямо эпик нету, но... Хотя у меня должна быть там стрелок, девочка, быть довольно с большим количеством запаса душ. Так, 8 уровень дали. Все. Так. Где у нас стрелки? Вот. Нет, 1к у нее. Но опять же, пробуждение 11, поэтому, да. Пробуждаем ее. Вот она у нас 29-14 и сходу десятка будет. Пробуждаем. Ну, погнали. Можно ее, в принципе, вернуть на 11 опять же. Девятый, 10 и 11. Ну,
Ну, теперь сработал блок, наносит 17 случайному врагу и дает блок 8 случайному союзнику. То есть, опять же, умение одно дополняет умение другое. Такие герои, в принципе, полезны. Но за счет того, что умение своеобразное, плюс здоровье атака не так, чтобы прямо супер-пупер, то у нее слишком много конкурентов в этом плане. Так, вот у нас есть пробуждение уже на 16 уровне. 8 уровень есть, хорошо. Так, здесь у нас пробуждение на 11 уровне. Ну тогда пробудим его сейчас, и до 8 уровня, я думаю, мы его догоним. Так, пробуждаем. Герой, опять же, не шибко используемый. Ну, если выпадает в той же самой яме, можно поставить. 4, 5. При атаке крадет 3 у врагов в линии. 4. И имеет вампиризм. 7, 8. Все, до 8 догнали. Так, так, так. Что у нас здесь? Пробуждение. 16 уровень требуется. Пока не трогаем. Эль Мариачи, Эль Кактус. Вот 11 уровень. До 8 мы его сможем довести. Поэтому берем и пробуждаем. Ну и гоним на 8. Очень маленькие прибавочки у него идут. По 2 атаки, по 1 атаке. Ну, сами все видите. 6, 7, ну и 8. Ну вот напоследок десятку дали. Ну потом 13 будет. Здорово, Лех. Так. 9 пробуждение на 16. Пока не трогаем. Так, здесь у нас пробуждение. О, здесь мы изначально можем пробудить. Пробуждаем наш камень тьмы. И гоним дальше. Сработали шипы союзника. Наносит 14 случайному врагу. И в конце хода дает дополнительную атаку случайному союзнику. Неплохой камушек, но у него есть аналог в виде легендарного камня. Который будет посильнее. Так. Я уже разошелся. 9 уровень. Хватит. Так. Здесь 7. Соответственно, пробуждение нужен 16. Значит, даем 8 уровень. И на этом заканчиваем. Госпиталь. Так, так, так. Угу. Угу. Пробуждение на 11, но карточек маловато. Будет у нас пробуждение на 16. Нет, тоже на 11. Но опять же карточек тоже маловато. Так. Что у нас еще? Вот у нас еще. Надо его минимум 8 делать. Работало исцеление союзника, наносит 11 вражескому варлорду. Призывает дитя листвы 8-8. На 11 будет 13-11 и 15 наносить урона. Так себе, скажем, плюшка. Так, 8. Так, 9, 10, 11. Дает минус 6 героям. При смерти дает плюс 12 союзникам. И в начале хода наносит 5 вражескому варлорду. Ну, будет 8 наносить при 11 уровне. Так. Пробуждать мы ее пока не будем, ибо рановато. Так, 8, 9, ну вот 7. Пробуждение на 11. Тогда даем ей просто пока 8 уровень. И на этом заканчиваем. Так, ну и соответственно здесь у нас пробуждение уровень 11. Мы можем себе это позволить, чтобы вернуть его на 8. Пусть они станут чуть-чуть послабее в плане уровней, но по характеристикам они в принципе не должны чем-то уступать. 20-36, сейчас 31-36. Ну, то есть по здоровью мы ничего не теряем, а атаку сейчас немножечко поднаберем. 2, 3, 4. Ну и плюс умения будут посильнее. 6. Ну вот атаку мы вернули, собственно, что и было. И 8. На 9 еще плюс 6 здоровья будет, но нам это уже особо не нужно. Так, здесь у нас пробуждение тоже 11 уровень. Так, еще раз просматриваем, чтобы ничего не пропустить. Так.
Пробуждение. Ага, можем вернуть на 8, соответственно, пробуждаем ее. Пока все эпики я гоню до 8 уровня, чтобы потом сделать духовные связи и уже на следующем росте, там или через рост, гнать их выше. Потому что следующий рост я, скорее всего, так немножечко буквально поделаю и все это дело заброшу. Потому что нужно подтопить хорошенько голдишки. Так, ну вот, стала она у нас чуть-чуть посильнее. 98 раз мы уже улучшили. Так, здесь нам не хватает карточек, здесь не хватает карточек. Так, 10, маловато будет, маловато, ага. Вот 6, хотя бы до 8 его догоняем. 24 на 17, ну, неплохо. Так, 9, 9, 9. Не хватит нам. Так, 8, 9, карточек мало. Здесь тоже пробуждать, ну, смысл его пробуждать, не вернем мы его до 8 уровень. Здесь можно было бы девочку догнать до 13, но это уже перебор по золоту будет. Очень большие траты. Так, здесь у нас 12. Если его пробудить, 250. До 8 нам хватает. Соответственно, мы его пробуждаем. И загоняем на 8 уровень. Не шибко он должен по характеристикам потерять. Так, 6, 7 и 8. 113. Хорошо. Ну, можно 130, но это уже лишнее. Так. С этим мы разобрались. Здесь 1088. Для пробуждения 800. Так, так, так. Если мы сейчас сделаем ему E11, то у нас останется 800. Этого хватает. Соответственно, пробуждаем. .8, 64 и погнали. $112, 113, как раз 114 и 115. Все, сделали мы это задание. Идем, забираем свои изумрудики. 1100 получаем. И следующее 1800. Ну вот эти 175 раз, я думаю, для меня и будут последними. Так, заходим. Так, теперь погнали по фракциям смотреть, что мы тут можем вообще. Так, 8, 11, 122. Так, пробуждение. На 8 нам хватит. Не хватит. Пробуждаем. И полетели. Здесь сплошную атаку дают. Так, все, до 8 догнали. Ну вот можно даже до 9, пусть здоровья будет побольше. Хорошо, с этим разобрались. Так, 11. 9. Так, здесь у нас все понятно. Так, вот здесь вот еще. Ага, здесь требуется уже уровень 16, чтобы его пробудить. Здесь здоровье, ну. Кстати, я видел, что его некоторые используют. Атакован союзник порядка дает блок 13 союзникам вокруг себя и имеющий судьбы. Так-то герой неплох. Так, здесь у нас мы можем пробудить. У нас будет 560 карточек. Но на 8 этого не хватит. Так, здесь у нас для пробуждения требуется уже 16 уровень. Давайте ее тогда до 11 догоним. Блин. Понятно. Все как обычно, короче. Игра благополучно вылетела. Сейчас вернемся.
Давай уже, засранка, загружайся. Да, это как-то синий присутствует. Как же оно долго грузится, однако. Так, ага, нам дали чуть-чуть карточек, чуть-чуть пыли и чуть-чуть золота. Редкий. Так, у нас в наличии 1 200 000. Идем и смотрим, соответственно, что мы там можем сделать. Так, 8 раз мы улучшили. Ну, 8 раз как-то маловато, да? Так, вот что он нам предлагает. Я воспользовался сейчас этой программкой. Ищем мы, соответственно, бессмертного воина. Это у нас порядок синий, ближник. Вот он, бессмертный воин. И он нам предлагает, программа предлагает нам на старте 11, догнать его до 16. Пробуждение у него на 16, то есть догнать до 16, сбросить и прогнать по максимуму. И при этом у нас еще останется 698 душ. Ну, давайте сделаем. Раз программа советует, то почему бы и не попробовать. 13, 14, 15 и 16. Вот такой у нас получился. Так, 27,75. Пробуждаем. Ну и погнали. Насколько хватит. 5, 6. Программа мне сейчас говорит, что на данный момент я могу еще 500 раз ее улучшить карточки за этот 1 200 000, что у меня был. Ну, если что, мы докупим золотишко, это как бы не проблема. Так, 9, ну мы вот сделаем его 10 и 11. Вот, прекрасно. 33 на 97 дает 11 союзникам порядка, включая себя. И при появлении союзника порядка получает плюс 9. Так, с этим мы закончили. Что он нам там еще рекомендует? Ага. Гробовщика он нам рекомендует также догнать до 16. Вот наш гробовщик. Давайте его догоним до 16. Поверим этой программе. Вот сейчас как раз и проверим, что она нам предлагала. Так, и 16 уровень. Пробуждаем. И гоним. Что сильнее, то он станет, это понятно. Так, потом у нас дикая охотница еще будет. Так. 6, 7, 8, 9, 10 и 11. Все. Размещает одну руну доп. Атаки и дает блок 7. Следующий у нас это дикая охотница. Это, я так понимаю, уже у нас природа, если я не ошибаюсь. Ошибаюсь, похоже, да? Дикая охотница. А, ну все правильно, это же это. Господи. Эволюция идет у нее в Диана. Диана, царица Амазонок. Так, здесь он также предлагает нам дикую охотницу догнать до 16 и потом до 8 он говорит. Ну, до 8 это как-то не совсем. Давайте догоняем до 16. 15, 16. Нормально у нас ее карточка набралось. Так, пробуждаем.
И гоним вверх. Проверим, мы сейчас проверим тебя, программка. Если что, я говорю, я куплю за 500 голды, ой, за 500 изумрудов золотишко и нивелирую то, что я не совсем следую ее рекомендациям и пробуждаю. Все-таки не до 8 я гоню там, а, например, до 11. Я в идеале вообще до 13 догонять. Так, ну, 11. Все, сделали. И можно ее еще там выше и выше. У нее карточек хватает. 21 уровень требуется. Так, следующее, что нам предлагает эта замечательная программа, это Дроу. Дроу это у нас стрелок. Дроу, вот дроу. До 11. Пробудить. Догнать. Опять же, он предлагает ее до 8 уровня. Не знаю, почему вот именно на 8 зацикливается все это дело. Ну, давайте попробуем все-таки следовать, как он говорит. Так, вот он предлагает духа воды на старте 8. Почему-то до 10 он его хочет догнать. Не понимаю, зачем, если можно ту же дроу, например, сделать 9 и 10. И то же самое получится по душам. Так, откидываем это. Синий камень. Здание, вот камень. Он у нас 17 уровня. Он предлагает его пробудить. И догнать до 8 уровня. Опять же. Появление врага наносит 19. В начале хода наносит вражескому варлорду. Ну, на самом деле не так плохо. Так, все, пока оставляем это. Если что, потом вернемся. Так, он предлагает колдунью. Это у нас хаос, стрелок. Вот колдунья. Он предлагает ее догнать до 16 уровня. И потом вернуть на 10. А зачем? 16, а потом на 10. Угу. Ну, как бы ее там... Ну, давайте сделаем, почему нет. 16, потом на 10. Хотя я бы просто еще... Ну, 14, 15. Попробуем просто ради интереса вот следовать советам программы. Пробуждаем ее. Нехило так наносит, конечно, 20 урона всем, кроме хаоса. То есть, в принципе, если нормально вкачать, там выпускаешь ее и она там пол стола сносит. А то и весь стол. 8. Все, сделали ее. Так, далее он нам... А, до 10 он нам предлагает. 9. 10. На 11, ну еще 2 прибавить. Так, с этим разобрались. Примата откидываем. Мумия. Вот наша мумия. Что он предлагает сделать с ним на старте 11. Мы ее пробуждаем. И он ее предлагает гнать до 10. Ну, можно ее, в принципе, обратно на 11 вернуть по-хорошему. 2. 3. Очень странная выборка героев, конечно, идет вот в этой программе. Ну, попробуем ради интереса следовать ее советам. Золото можно нивелировать тем, что... Так, на 9 уровень он предлагает ее загнать. Так, далее. Непобедимый боец. Это у нас порядок ближник. Вот непобедимый боец. Что он предлагает? Сбросить и догнать до 9. Непобедимый боец. Да, он предлагает догонять до 16, сбрасывать
уж согласился следовать программе, ну давайте дойдем до 16, сбросим и догоним до 10. 15, 16. Пробуждаем. Просто ради интереса. Ну, я же посоветовал вам, в конце концов, эту программу, поэтому сам ей вот сейчас и последую. Я уже там изменил значение, потому что изначально он мне советовал делать по-другому, но легендарки все равно надо мне было улучшать, поэтому я это сделал. Так, до 10 уровня он ее предлагает. 9, 10. Все, карточки кончились, ибо. Так, и он еще предлагает нам орка мастера. Так, вот у нас орк мастер. Также он предлагает его так, догнать до 16 и потом до 10. Ну, сделаем, почему нет. Так. До 16 догоняем. Конечно, здесь уже цены ломовые, то есть по 13, по 15 тысяч за одно улучшение. Да, это мне день, полдня надо, получается, золото собирать на одно улучшение. Так, 2, 3, 4. До 10, короче, насколько карточек хватит, настолько он и говорит. Я понял твою теорию. 9. 1 здоровья, лучше бы атаку прибавлял. 30, 9 и 10. Все, это мы сделали. Так, пиратку он предлагает. Пиратка у нас тревог порядок, насколько я понимаю. Да, вот она пиратка. Что он предлагает с ней делать? До 11 пробуждения и до 8. Ну, погнали так. Сейчас глянем только, сколько у нас там осталось вообще. Сколько мы уже сделали, сколько нам еще осталось. Так, 119. Отлично. Что там нам еще? Угу. Уже души кто-то просит. Так, 12, 5. Ну, отлично. Забирайте. Нам не жалко. Так. Синяя. Вот пиратка у нас. Погнали пиратку. До 11 пробуждаем и гоним дальше. 8, 9, 10, 11. Пробуждаем. И погнали дальше. Он предлагает ее загонять почему-то именно на 8 уровень. Не знаю, почему он это делает. Почему так эта программа работает. Ну, пока мы с ней согласимся. А потом, если что, мы доделаем это. 8. Все. Так, кого он следующего нам предлагает? Сову он нам предлагает. Так, сова. Сову он нам что с ней предлагает сделать? До 16 догнать. И потом до 10. Ой, я не понимаю, не совсем понимаю, короче, эту программу. Ну, ладно. 14, 15 и 16. Пробуждаем. Она у нас теперь 33,53 аж. И погнали. Ну, герой становится посильнее, это приятно. Сила аккаунта, правда, тоже растет. Из-за этого вот ваша именно, ну, топовая команда должна соответствовать этим требованиям. То есть, потому что и в башне, и в яме будет все тяжелее и тяжелее. Так, ну и 10. 38 на 71. Неплохая такая сова получилась. Так, следующее, что он нам предлагает, это тотем. Тотем, это, я так понимаю, вот этот. Он нам предлагает его довести до 8 уровня. Почему-то пробуждение на 21. Непонятно. До 8. Он уже и так, в принципе, ну, как видите, шарашит потихонечку по 14. Теперь по 15 будет. Плюс дает шипы. Так, до 8 он хочет, чтобы мы его довели.
И на 11 он будет уже 17 давать. Так, хорошо, с тотемом мы разобрались. Именно почему-то вот 7 улучшений. Так, теперь адепт. Нет, этого я точно делать не буду. Что, прикалывается, что ли? Он мне предлагает адепта. Сейчас я вам покажу. Фиолетовый. Порядок. Стрелок. Где он? Вот. Он мне предлагает адепта. Гениальное решение. Пробудить на 11 уровне и догнать до 2 уровня. Спрашивается, зачем? Вообще не понимаю логику. 1, 2, 3 получится. Ну, так я лучше тогда сделаю это. Нет, адепты я точно пропускаю. Это извращение. Так. Айфи-меткая он мне предлагает еще сделать. Айфи-меткая. Боевой ангел. Охотница. Так. Все, я понял. Вот она. Айфи-меткая. Что он мне предлагает с ней сделать? Он предлагает мне ее пробудить и прокачать до 7 уровня. Угу. Если перекинуть можно, да? То есть, в принципе, карточек хватит. Тогда мы ее догоним сейчас до 8 уровня. Мы ее пробуждаем. И гоним до 8 уровня. Раз уж решил все эпики подровнять, то надо подравнивать. 6, 7. Так. Соответственно, эволюция. Нам нужно 120 карточек. Угу. Так. 620, 420. Городовато. Так, ладно. Догоняем до 120. Вот. И улучшаем на 8 уровень. Все, с этим мы разобрались с альфа-метки. Так, он также предлагает алую деву. Это у нас уже порядок. Эпические. Алая дева, вот она. Что ты мне предлагаешь с ней сделать? Он предлагает ее довести до 11 уровня. И потом пробудив. Ну, это бред полный. Так. Вот древооборот. У нас есть, это у нас природа. Природа. Вот древооборот у нас, да? Соответственно, мы его пробуждаем. Так, 200, 360. Как-то он так интересно. У меня всего 512 карточек. Ну, допустим. Он у меня должен на 6 уровне должен был пробудиться, а я его погнал на 11. Понятно. Тогда все ясно. Ну, тогда, значит, мы его пробуждаем. Это однозначно, да. Это мой косяк. Пропустил я это дело. Так, и догоняем обратно на 11. Как раз у нас будет выполнено задание. Седьмой, 8, 9, 10, 11. Вот, так вот сделаем. Так, эволюция. Да. До 8 уровня. Ну, давайте, да, почему нет. Так, нам нужно 12 карточек. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4. Даем ему еще десятку. И
Выполняем. Сейчас я забью новые условия. Получить. Получаем 1800. Следующий у нас 3000. Так, и сейчас я забью новые условия уже. Заново перезагружу и посмотрим, даст нам программа прогноз, что мы сможем это сделать или нет. Сейчас я перезапущу калькулятор. И посмотрим, что из этого выйдет. Так. Откроем пока сундучок. Карточек. Так, открыть. Все. Так, вот. У нас получается 622 тысячи. 622 тысячи. Посмотрим, сколько он нам сейчас порекомендует. Ну, скажет, что сможем сделать мы улучшений. И, соответственно, от этого мы и оттолкнемся. То есть, если он скажет, что мы сможем сделать эти там 250 улучшений, то мы их сделаем и получим еще 3000. Тем, что у нас есть, мы получим 142 раза. Так, когда мы добавим... Так. Ну, сейчас в магазине золотишко-то стоит. Акций нету, я так понимаю. Да, акций нету. 100 тысяч. Ну, допустим, я 1000 даже потрачу, это 200, получается 822. Так. Тут, допустим, 22 тысячи. Ок. Смотрим, можем ли мы сделать эти 250 раз или нет. Нет, похоже, мы не сделаем их никаким макаром. И, в принципе, тогда на этом ивент у нас закончен. Сможем. Сможем. Это если мы купим 1000, даже и так должно хватить. Так, это у нас ведьма. Вот то, что он рекомендует. Ну, давайте рискнем. Раз он говорит, что мы сможем сделать эти 250 раз, давайте пробовать. Так. Ну, 15 улучшение, он говорит, что дракончик смерти. До 16, потом до 10. Дух воды мы 2 раза улучшаем. Я еще не могу понять. Вот 12. Руку с косой. Так. 1, 3, 7, 8, 6, 5, 10, 17, 18, 30. В основном это будут эпики, я так понимаю. Немножко легендарный. Ставьте 7 уровень. Пробуждение. Это что-то я не понял. Так, природа, стрелки. Что-то он какую-то мне муть обещает. Так. Пробуждение. У нас 60 карточек. 50 душ мы тратим. Ну, в принципе, так, Афина. Нам предлагает ее пробудить. Афину 2 раза улучшить. Оригинально. Так. Сейчас посмотрим Афину, что у нас вообще с Афиной. Так. Афина. Родита. Значит, вот это у нас Афина. Да. И у нас у нее вообще ни одной карточки нет, но он нам предлагает ее. Так. Он нам предлагает пробудить Афину. Нам программа предлагает. Ну, в принципе, я ее, конечно, не особо использую, поэтому можно было бы ее даже пробудить. Ну,
Так, в принципе, здесь все карты он мне предлагает, которые я, ну, и так не играю. То есть вот у меня Виктор 8, он предлагает пробуждение. В принципе, основные карты, которыми я играю, не трогает. Так что... Так, 5 Мислопен он предлагает. Это на 11 уровень, он предлагает до 6 догнать. Так. Селки. Вот селки я вообще не готов отдать. Тане Ветрокрылую ее не жалко. Ну, я думаю, с селки мы как-нибудь разберемся. Фреддик он предлагает пробудить до 6 уровня догнать. Так, Чубакабраса до 8. И Юрий. Ну, такие герои. Ну, давайте пробовать. Будем делать 250 улучшений мы. Начнем мы с легендарок, потом перейдем на эпики. И потом уже на редкие карты. Он тут немного, в принципе, предлагает делать. Парочку обычных он предлагает. Ну и туда-сюда. И говорит, что мы можем улучшить еще аж 408 раз. 408 нам не надо. Соответственно, мы будем улучшать 250. Как нам и предлагали. За 3000 изумрудов. Так, ну и начнем с Юри. Порядок стрелки. Это Юри. Пробуждение. Мы ее пробуждаем. И гоним вверх. Все, до 5 уровня мы ее догнали. Так, а нет ли у нас фиолетовый Юрий? Ага, есть, но... Кстати, вот ее тоже можно было бы пробудить. $250 карточек. Эволюция. 6 пока. Ладно, следуем тогда точно по программе. Так, Чубакабрас. Хаос Ближник. Чубакабрас. Так, пробуждаем его. И догоняем аж до 8 уровня. Ну, он определенно станет сильнее. Здесь я даже спорить не буду с этой программой. Я и забыл, что он у меня не пробужден. Поэтому респект ей и уважуха. Так. 6, 7 и 8. Ну, отлично. 92 здоровья, 33 атака. В следующем он по минус 29 будет давать. А такого он наносит 29 рогам линии. Отлично. Так, Чубакабрас разобрались. В следующем он нас предлагает Фредди. Прошу прощения. Так, пробуждаем мы Фреддика. Все равно это надо делать. И гоним его на 6 уровень. Нам говорят, что мы его можем загнать. Так, 4, 5. Да, прекрасно. И 6. Все, по 16 теперь будет еще и взрыв давать. Отлично. Фредди разобрались. Танька Ветрокрылая. Природа, стрелок. Так, мы им даем пробуждение. И загоняем ее. Он почему-то предлагает на 6 уровень. 2. 4. 5. 6. То есть нам не хватает 5 карточек. Ну, потом можно будет добрать и дать ей. Так. Следующий это Селкит. Я ее пропускаю пока. Не хочу трогать Селкит. Так, вот Мислопен. Он предлагает ее с 11 сбросить до 6. Так. Порядок, стрелок. Вот Мислопен. Вот Мислопен. То есть он ее предлагает пробудить. Она будет 58-42. И догоним ее до 6 уровня. 3, 4. Атака у нее хорошо набирается. 20 пробивания. Ну, прекрасно на самом деле. Даже на 6 уровне она соответствует практически своему
аналогу на 11-м первом пробуждении. Так, с этим разобрались. Следующее у нас идет это Дарк. Так, это у нас порядок ближники. Вот Дарк. Мы ее опять же пробуждаем. Ну и он нам предлагает ее до 5 уровня догнать. Окей, все равно я ей ну, на данный момент не играю, поэтому как бы ничего я тут не теряю и не приобретаю. 57 на 27, ну и нормально. Так, Госта. Порядок стрелок. Госта. Пробуждаем. И, соответственно, гоним дальше. 2, 3, 4, 5. И на следующем уровне она получит еще 16, будет 81 она наносить. Ну и плюс там 7-13 будет у нее. Вот. Ну что же, я потом думаю, мы все-таки карточек наберем. Так, с Гостой разобрались. Теперь у нас Виксен. Так, это у нас порядок и природа стрелки. Вот наш Виксен. Мы его пробуждаем. Так, 38-28. И гоним. Виксена нам предлагает догнать до 7 уровня. Пройдет он уже по 15. 100. И 7. Ну, 55 атаки изначально очень даже неплохо. Так, и Брави острый клинок. Это у нас порядок, ближник. Соответственно, где у нас Брави? Вот у нас Брави. Также мы его пробуждаем. И также мы его гоним. Брави, 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 Брави. 5. 6. Так, до 7 уровня. Все правильно. Так, с Брави разобрались. Следующий у нас Ба. Госпожа смерти. Так, это у нас стрелок хаоса. Где у нас Ба? Вот у нас Ба. Ба! Ма! Пробуждаем. И погнали. Так, пришла моя любимая кошка. Поэтому прошу прощения. Так, гоним. Гоним выше и выше. Выше у нас только горы. Так, все, 7 уровень мы ей дали. Отлично. С Ба мы разобрались. Так, следующий у нас Афина. Он, да, вот предлагает ее довольно странное решение, на самом деле. Давайте пока оставим это как есть. Не буду я ее пока трогать, но запомним. Афина. Так, также он предлагает Анок. Это у нас природа стрелки. Вот у нас Анок. Принцесса дракон. Так, мы ее пробуждаем. И поднимаем по чуть-чуть. Так, 2, 3, 4, 5. Все, с Анок мы разобрались. Так, ну и вот осталось Афина и Александрия. Вот он двух героев предлагает как бы вот это с ними сделать. Ну вот, сейчас покажу вам. Так, Афина и вот Александрия. Он мне тоже предлагает пробудить и 2 раза улучшить. При пробуждении она, ну, в принципе, она сохраняет свое все. Она уже у меня и так не шибко сильная. Так, 1 и 2. Все. С Александрией мы разобрались. Афина при пробуждении какая она будет? Да такая же и останется. Ну, тогда пробуждаем ее, видите. Так, и, соответственно, та же самая 33, и то же самое лучницы улучшились. Все. С этим мы разобрались. С легендарками мы закончили. Теперь у нас идет, соответственно, эпики. Эль Кактус. Где наш Эль Кактус? Вот наш Эль Кактус. Он предлагает почему-то повысить его на 1 раз. До 9. Я так понимаю, что я могу это сделать в принципе с любой картой. 140. Здесь, например, тоже 140. 4200, 4200, 140, 140. Я лучше его тогда подниму. Пусть у него 120 будет здоровье. Ну, в общем, странно.
Так, цветок людоед он мне предлагает повысить. Это у нас природа стрелки. Цветок людоед. Он мне предлагает его пробудить. 26-19. И повысить несколько раз. Почему именно его, я не совсем понимаю. Ну, я согласился с этой программой. Окей. Значит, делаем это. Очень странное, конечно, решение, но не буду спорить. Так, 3, 4 и 5. В принципе, вернули характеристики, там потом можно будет его улучшить. Так, цветок людоед, царица скорпионов. Это у нас вот царица скорпионов. Давайте дадим ей 10. Так, это хранитель шторма. Это порядок стрелки. Так, хранитель шторма. Что он нам предлагает сделать с хранителем шторма? Он нам предлагает его довести до 11, пробудить и загнать до 4 уровня. 36, 29. Ого. Вот это я не совсем понимаю. Так, хранитель шторма. Окей. Вот фея озера. Это у нас, насколько я помню, природа, да? Фея озера, да. То есть он также предлагает ее довести до 11 уровня. И пробудить. И потом довести до 5 уровня. Пока она у меня на 8. Ну, ладно, в принципе, не особо я использую ее. Ну, давайте до 11. Хотя странная трата, конечно, золото, но посмотрим. До 5 он ее предлагает догнать. Или 5. Все, с феей озера мы разобрали. Так, теперь укротитель. Так, укротитель. Это у нас также природа, насколько я понимаю, стрелки. Вот, по-моему, укротитель, да? Укротительница. Здесь написано укротитель, но не обращайте внимания, это укротительница. Также он нам предлагает ее догнать до 11 уровня, пробудить. Ну, ладно. Интересно, конечно, очень странная тактика, вам не кажется? Ну ладно, пробуждаем. Как бы что типа идет экономия золота после пробуждения. Ну, по-моему, там есть более интересные карточки для пробуждений. Так, так и так. Сделали. Так. Ужас из глубин он мне предлагает. Так, это у нас уже хаос ближник. Так, ужас из глубин. Замечательный герой для того, чтобы играться им. Так, ужас из глубин. Для того, чтобы играть им в приключениях, как я уже и говорил. Просто он великолепно там играет. Ну, именно когда напротив у компьютера порядок. То есть, когда у него там порядок природа, то при появлении героя, кроме хаоса и изданий, замораживает на один ход. И вот этот один ход решает просто фантастически. То есть, там есть где крыса, которая могла бы вас вынести, собственно говоря, вообще без проблем. Ну, вот он кидает на нее заморозку, и, соответственно, вы потом крысу эту спокойно сливаете. То есть, герой для этого дела просто супер. Так что играйте и получайте удовольствие. Не благодарите. Так. Тесла он мне предлагает пробудить и загнать на 7. Это у нас, насколько я помню, порядок здания. Тесла. Так, пробуждение. Пробуждаем. Так. И гоним на 8. На 7. Все, на 7 мы ее загнали. Так. Тесла мы сделали. Так, теневой манипулятор. Это у нас хаос стрелок, насколько я помню. Вот она. Теневой манипулятор. 11 уровень, он мне предлагает ее пробудить и загнать на 8. Ну, вот это, кстати, логичное решение. Как я уже говорил, потому что связи эпики нужны 8 уровня. То есть этого достаточно, чтобы и лишнее золото не тратить и спокойно сделать то, что вам надо. 6, 7 и 8.
Все, сделали мы теневого манипулятора. Он нам предлагает вот темного мага почему-то именно поднять на 1 единичку. То есть вот он. Зачем это надо до 9 его догонять? Без понятия, если честно. Абсолютно не понимаю его логики. Ну, наверное, мне это и не надо понимать. Так, старый дуб. Это у нас здание хаоса. Вот старый дуб. Он его тоже предлагает на 1 уровень поднять. Зачем, опять же, я не совсем понимаю. Так, спорлок. На-на-на-на-на. Это природа у нас ближник. Спорлок. Вот спорлок. Он предлагает его еще поднять. Ну я его вот тогда поднимал как раз. То есть, в принципе, сейчас я могу поднять любого героя, который мне нужен, с 8 на 9. То есть, ну, например, того же самого, да, кактуса. Эль Кактусо. Так. Так, спорлок разобрались. Так, слуга древнего бога. Это у нас хаос ближник. Хаос ближник. Вот у нас слуга древнего бога. Что он предлагает сделать? Он предлагает его поднять до 11, пробудить и поднять до 6 уровня. Мы потом еще, я думаю, можно даже будет перекинуть карточки и поднять его, например, до 8 уровня. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, как пойдет. Так, пока мы поднимаем его до 6. В принципе, если нам где-то будет нужен, то можно спокойно перекинуть в любой момент на него карточки. Так, да, все, достаточно до 6 уровня. Слуга древнего бога. Так, Саюки. Это у нас, насколько я помню, порядок ближник. Вот у нас Саюки. Почему именно ее? Ну, наверное, потому что карточки есть и последние. Ну, окей. Так, Саюки сделали. Рыцарь. Тоже порядок ближник. Вот рыцарь наш. Он предлагает нам его пробудить и догнать до 8. Ну, здесь я даже соглашусь. Действительно, дело полезное. Гоним до 8 уровня нашего рыцаря. Четвертый, 5, 6. Блок 16 союзников мужчинам. Очень даже неплохо. 7 и 8. Так, все. С этим мы порешали. Рыцаря мы сделали. Так, Ронин. Опять же, порядок ближник. Где наш Ронин? Вот наш Ронин. Что он предлагает сделать с Ронином? Опять же, он ему предлагает догнать до 11, пробудить. Опять же, я соглашусь, до 7 уровня мы его можем поднять. Ну, посмотрим, как по карточкам пойдет. И может мы перекинем, эволюционируем и поднимем его выше. Так, пока он предлагает до 7. 12 тысяч у нас на это золото уйдет и 530 душ. Очень удобно в этом плане программа, что видно, сколько душ ты тратишь за каждый уровень и прочее, и прочее. Ну, 120 не буду я сейчас тогда синие карточки перекидывать. Пускай остаются. Так, с Ронином разобрались. Он нам предлагает пустынного стража. Пустынный страж. Что он предлагает нам сделать? Эволюционировать и догнать его до 3 уровня. Ну, не вижу в этом смысла на самом деле, поэтому пока опять же откинем. Так, проклятый шаман. Это у нас природа стрелок. Вот наш проклятый шаман. Он предлагает его пробудить. И можно вот его догнать до 8 уровня будет. Так, пробуждаем нашего шамана. И погнали. 2, 3. Так, он предлагает до 7, но мы догоним до 8. 4, 5, 6. 7 и 8. Все. Так, на 11 уже 37 у него будет. Так, с шаманом мы разобрались. Предвестница смерти. Не буду я ее сейчас поднимать. Вот, предвестник войны. Это тот же самый, что мы синего делали, только теперь это фиолетовый предвестник войны. Так. Он предлагает его пробудить. И потом догнать там до 7 уровня. Ну, насколько карточки, я так понимаю, хватает, настолько он и советует. Так, мы его пробуждаем. Не шибко мы теряем, честно говоря, в характеристиках тут. Перед атакой союзника порядка дает ему и пробивание 10 и дает плюс 4 союзника. Очень даже чуть-чуть, скажем так. Очень даже чуть-чуть. 5, 6. Пробивание 13 уже, ну и 7.
Все, сделали. Чуть-чуть карточек нам не хватает. Можно было бы перекинуть. Так, предвестника войны мы сделали. Помощник зла. Это у нас стрелок порядка. Вот он сам-то этот. Нам предлагают его пробудить. Согнать до 8 уровня. Ну, синими, если что, мы потом опять же сможем, если он нам нужен будет где-то в связях духовных, то мы всегда сможем его синими карточками догнать. И дать ему еще 2 уровня. Так, 5, 6. Все. Сделали. Так, помощник зла. Так, пожиратель плоти. Это у нас хаос ближник. Что ты нам хочешь предложить ему сделать? Просто догнать до 9 уровня. Ну, да, без проблем. Мы дадим ему 8. А пока оставим. Так, повелитель нежити. Это у нас стрелок хаоса. Вот он, повелитель нежити. Нам предлагает его пробудить. И догнать до 8 уровня. И это логично. Здесь программа логична. Так. Таком союзный крючок получает плюс 9. И такого союзник. Так, и одной карточки нам не хватает. Ну, пока и не надо. Так, сделали. Теперь песнь леса. Это у нас природа стрелок. Вот она, песнь леса. Он предлагает сделать, пробудить ее и догнать до 6 уровня. Ну, окей. Мы следуем за программой в основном. Так, 3, 4, 5 и 6. Сделали. Так, песню леса мы сделали. Теперь у нас охотник за головорезами. Это у нас ближник природы. Крокодайл. Охотник за головорезами. Так, ну и что он нам предлагает? Ага, пробудить. И до 8 уровня догнать. Ну, опять же, согласен. Так, при атаке дает плюс 16 союзникам. И в начале хода получает плюс 3 за каждого союзника с шипами. Плюс 3 атаки. То есть, ну, не так уж и плохо на самом деле, опять же, если делать на шипах пачку. Так, до 8 уровня мы его гоним, как раз хватает карточек. Угу. 69 здоровья. Ну, хорошо. Хорошо. Так, с охотником разобрались. Теперь орк-вождь. Он предлагает, ну я не хочу, честно говоря, орка пробуждать. Хотя... И пробуждение он какой будет? 29-23. Ну, не такая уж и большая разница на самом деле. Да. Давайте пробудим. Так, пробуждение. Все равно нигде я его не использую. Нигде он мне особо не заходит. Ну вот и вернули фактически его характеристики. Все. Так, Полов рыжий. Это у нас природа ближник. Где там этот Полов? Полух. Вот этот Полух. Он его предлагает также пробудить, типа, и, но это нет, вот это уже извращение. Так, орка вождя мы сделали. Так, огненная Хелли. Это у нас хаос стрелок. Вот она, огненная Хелли. Также мы ее пробуждаем, и аж до 9 уровня нам ее разрешает догнать. Очень даже неплохо. Здоровья, конечно, у нее нет вообще, но ее спасают 2 кристалла, ибо в конце хода она получает щит. Щит судьбы огненной Хелли. Да, здоровья ей никто много тут и не даст, иначе это опять же было бы имбалансно. Поэтому она чисто в атаку герой. Очень много у нее атаки. Ну, дали чуть-чуть здоровья, тут 12, это, конечно, даже 17. И вот на 11 она будет 60-17. Ну, хорошо. Так, огненную Холли мы сделали. Следующий у нас наблюдатель. И вот наблюдателя мне тоже бы не очень хотелось трогать. До какого он нам его предлагает? До 9 уровня довести. Так, 3. Значит, он призывает пентаграмму 15, в конце хода призывает ровно взрыва 8. Ну ладно. Что не сделаешь ради программы, да? Так, и погнали. До 9 уровня мы его гоним. Здоровье у него, конечно, нормально. Ну, вот и атаки ему подвезли.
Так, следующее у него будет 15 на 8. Ну вот то же самое, грубо говоря, и вернется потом. Так, наблюдатели сделали. Мудрая сова теперь у нас. Это природа стрелок. Мудрая совунья. Вот она. И что нам предлагают сделать с мудрой совой? Предлагают ее также пробудить и догнать до 8 уровня. Ну, что мы и делаем. Пробуждаем и гоним до 8 уровня. В принципе, у нас теперь практически большинство эпиков у нас на второй пробуде. Ну, кто-то выше, кто-то чуть ниже загнанные, но это приятно. То есть теперь у нас впереди 16 уровень для них, и дальше уже там будем смотреть. Так, все, дали мы 8 уровень. Следующий у нас это мрачный смотритель. Это у нас порядок ближних. Вот он, мрачный смотритель. Так, мы его пробуждаем и загоняем также до 8 уровня. Не должен он там шибко прям потерять в характеристиках, но за 11 уровень потеряет. Ничего не поделаешь тут. Так, 5. 26 надгробия. 3066, 3075. Нормально. Так, мистер Бум. Это у нас стрелок хаоса. Вот он. Так, легкий стрелок. А, вот мистер Бум. Также он предлагает нам его пробудить и до 8 уровня догнать. Тоже атакующий такой герой. Здоровья немного, но атака высокая. То есть как добивальщик, если ряд свободен, выставляешь туда и урон он проносит замечательный, там под волком тем же самым. Так, 6, 7 и 8. Все, сделали. Так, мистера Бума сделали. Минотавр. Не вижу я смысла Минотавра. Тогда уж проще. Это у нас мертвый стрелок. Мертвый стрелок тоже будет. Минотавра пока тогда не трогаем. Меченосец. Порядок. Давайте на мертвого стрелка тогда пока переключимся. Заблуждаем его и гоним до 8 уровня. До 8 уровня. — 36 раз нам осталось улучшить. Угу. Так. Вон там еще есть. Так, мастер Кунаев. Это у нас порядок стрелок. Вот она, мастер Кунаев. Пробуждаем и до 7 уровня меняем. Так, она у нас при появлении врага дальнего боя дает плюс 4 атаки союзникам. И при атаке наносит 14 случайному врагу дальнего боя. Наносит. Так, 6, 7. Сделали мастера Кунаев. Так, Лорди Попон, что нам предлагает? До 9 догнать. Так, Бик. Это у нас природа ближник. Вот, Бик. Он его предлагает догнать до 11, ну не вижу в этом смысла. Так, пробуждение на 16. Я лучше его тогда сделаю 9. Вот, так. Предводители обезьян. Так, леди Локон. Это у нас порядок ближник. Леди Локон, вот она. Он предлагает ее до 11 пробудить и загнать на 8 уровень. И опять же я с ним соглашусь. — 22 улучшения нам осталось сделать. Не так уж и много. 7, 8. Так, с леди Локон мы разобрались. Так, леди Клэр, крыс-удильщик. Вот, природа ближник.
Нам предлагает крысу-убийщика также пробудить и загнать его на 7 уровень. Посмотрим. Сейчас еще по пачкам посмотрим. Может, мы можем и варвардов улучшить. Где там появились новые сильные герои. Так, 7. Все хорошо. Так. Волка-то у него нету, да? Сейчас посмотрим. 11430. Ну, давайте ради интереса посмотрим. Можем мы кого-нибудь улучшить тогда? Ага. Вот, можем раз ему уровень дать, 2 уровень дать. Отлично. Так, пряник. Пряник чуть-чуть не дотягивает. Огр. Так, здесь тоже кто-то, по идее, должен быть. Ага, вот Адаму можем дать парочку новых уровней. Принцу много не можем, пирату не можем. 11500 нам надо. Джимми не можем. 11560 игрока у меня нет. Ну и черт с ним. Так. Здесь, по идее, Трикси. Ага, 11540 Трикси уже хочет. Вдове можем дать новый уровень. 355. Гейша. Гейша не можем. Тогда оставляем Цукубу. Так, и Войт наш. Так. Тень. И фрик у нас есть. Войт прокачан. Так. Ну тогда все. Так, тогда смотрим дальше, что он там нам еще предложить хочет. Колонист-захватчик. Не знаю, правда, стоит ли это делать. 11 уровень. Допустим, мы его пробуждаем. И куда мы можем вернуть колониста-захватчика? На 7 уровень. Ну, почему нет? Потом я говорю, если что, нам надо будет, мы карточки всегда синие можем просто докинуть и взять этот уровень. Так, 245, 246, 247, 248, 249. Так, ну и у нас вот даже, как вы видите, еще и запасец остался. Дадим ему. Сделали мы 250 раз. Забираем наши 3000 изумрудов. Ну и на этом уже мой рост точно, абсолютно закончен. 350 раз я уже не осилю. Ну и настало самое время, собственно говоря, купить того, кого я давно ждал. Это Тень, Вестник Тьмы. Он мне нужен. Его единственного у меня не хватает, и у меня есть. Вот покупаю я Тень, потому что она используется в этом событии. Забираю я эти за 150 изумрудов, там 2 сундучка. Ну и в принципе все. На этом наш рост закончен. Видос я выложу на канал. И тогда уже посмотрите, если кому-то будет интересно. Так, ну а на этом в принципе заканчиваем, ребят. Я доволен. Тень я купил. Изумрудов у меня сейчас в принципе достаточно. Ну и следующий рост я пропускаю, это однозначно. Буду копить уже на следующий. Также вот очень я рад того, что купил Тень, Вестника Тьмы. Мне осталось из портретов купить только белого медведя, шамана. Все остальные у меня есть. Соответственно, бурый, пряник, огр. Здесь также это Норт у меня есть, пират есть, ну и Джимми, соответственно, есть. Этот игрок мне абсолютно не нужен. Вам он тоже не нужен. Ну, если только хотите. Также у меня есть вдова, у меня есть гейша. Нету черлидерши, но опять же она мне не нужна. Ну, итогами я крайне доволен. Изумрудов нормально, можно будет спокойно потратиться и пройти башню тьмы. Ну а на этом я с вами прощаюсь, ребят. Всем спасибо огромное за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, кому интересно. Ставьте дизлайки, комментируйте, как ваш рост прошел. Все, на этом заканчиваем. Пока-пока. Пока.